На своем официальном телеграм-канале прокуратура Москвы сообщает, с учетом позиции прокуратуры, инагент Андрей Солдатов заочно приговорен к 4 годам колонии общего режима. 50-летний Андрей Солдатов признан виновным по части 2 статьи 330 уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Басманной межрайонной прокуратуры и рассматривал судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Солдатова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что признанный иностранным агентом Солдатов привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако Солдатов, находясь за пределами Российской Федерации, продолжал распространять материалы без указания на то, что он является этим самым инагентом. Также суд лишил Солдатова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, которые в России вообще блокируют. Может быть, он уехал туда, где есть интернет. Но, тем не менее, друзья, давайте, наверное, поймем небольшая справка о том, кто такой Солдатов со своей стороны. Я это решил добавить, так как официальный канал решил не добавлять. Речь идет о журналисте и писателе Андрее Солдатове, одном из наиболее известных рейтинговых исследователей деятельности спецслужб. Он сооснователь проекта Агентура.ру, автор книг о российских спецслужбах, партнер британского аналитического центра Center for European Police Analytics, СЕПА. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, с начала 2000-х пишет о ФСБ, СВР, МВД и контроле государства над интернетом. Ну, кстати говоря, вчера пытались провести митинг, люди против блокировки интернета, против откатывания в средневековье, кого-то задерживали, уже есть высказывания, ну, собственно говоря, погасили даже зачатки, так всерьез никаких выступлений не получилось. Это по поводу, к слову, интернета. Тем не менее, это не о Солдатове, но о Солдатове также. Совместно с Ириной Боруган он выпустил известные книги «Новая аристократия», «Крепость России» и «Красное питание», посвященные структуре, политике и трансформации российских спецслужб. После 2014 года он активно комментировал внешнюю и внутреннюю политику России, а после 2022 года войну в Украине и цензуру в России. Сейчас живет за границей. Прокуратура и суд России обвинили его в уклонении от обязанностей, об этом мы только что с вами ознакомились, участие в деятельности нежелательной организации. Такая ситуация, такая новость. Пишите со своей стороны, что вы об этом думаете, что думаете о запрете интернета, что думаете о данном решении прокуратуры.